Девушка по имени Сара живет в большом городе и на время своего отпуска решила уехать в небольшую деревушку, чтобы провести лето в спокойствии. Однажды она пошла на прогулку, чтобы посмотреть на окрестные пейзажи. Внезапно девушка обратила внимание на ферму, где выращивают овец. Через некоторое время она увидела то, что растрогало ее до глубины души. Девушка увидела на цепи двух несчастных собак. Ей стало больно лишь от одного вида жалких псов, томящихся в неволе. Девушка не осталась равнодушной к этим питомцам. Грустные питомцы сидели без воды и еды. Кто-то посадил их на цепь, даже не заботясь о том, что чувствуют бедные животные, да еще и в жаркие дни. Сара очень надеялась, что это временно, и что хозяева обязательно выпустят питомцев на прогулку, сняв с них тяжелые цепи. Но нет, на следующий день, когда девушка подошла к ферме, она увидела всю ту же картину — несчастных собак с бесконечно грустными глазами, в которых читалась безнадега. Слова соседа, у которого девушка спросила о питомцах, лишь подтвердили ее догадку. Мори и Эписа, как звали, песиков, плохо кормили и относились к ним с полным равнодушием. На секунду у Сары возникла шальная мысль, а не украсть ли собак, забрав их у бессердечных хозяев. Но эту идею пришлось сразу же отбросить. Во-первых, становиться преступницей не хотелось, а во-вторых, одичавшие собачки не собирались вступать в контакт с человеком. И тогда девушка решила приручить питомцев. Она начала носить им еду и воду, и пушистые пленники постепенно привыкли к тому, что в их жизни возникла спасительница. А потом появились хозяева. Когда они увидели Сару, то очень удивились нежданной гости. Девушка задала им вопрос о том, почему собаки живут на цепи, и престарелые хозяева без зазрения совести поделились своей историей. Оказалось, что когда-то у них были овцы, и эти песики работали пастухами, присматривая за стадом. Но состарившись, люди решили, что больше не станут заниматься овечками, а значит, собаки им не нужны. Впрочем, они подумали, что питомцев, которые служили им верой и правдой, убивать не стоит, поэтому оставили их в живых и отблагодарили верных четвероногих друзей тем, что посадили на цепь. Услышав это, Сара предложила отдать ненужных питомцев ей. К ее удивлению, люди заортачились, а потом заявили, что собаки принадлежат их внучке, и она их очень любит. Удивительная любовь, правда. Впрочем, старики предложили девушке попытать счастье и поговорить с внучкой. От ее решения зависело, отдадут питомца в гости или нет. В волнении Сара написала сообщение родственнице фермеров, и та сказала, что ей необходимо подумать. Потянулись мучительные дни ожидания. Летний отпуск подходил к концу, и Саре вот-вот нужно было вернуться в Барселону. Не получив ответа, девушка была вынуждена уехать домой, оставив всякие мысли о спасении Мори и Описа. Когда Сара потеряла надежду, внучка фермеров вдруг написала девушке сообщение «Да, она может забрать собак, если хочет». Счастливая Сара бросилась назад в Ла-Риоху, чтобы хозяева не передумали. Наконец-то после нескольких лет сидения на цепи собачки могли просто наслаждаться жизнью, и этому поспособствовала Сара. Теперь они были свободны, и больше никаких цепей в их жизни не будет. Ну а мы очень рады, что в судьбу Мори и Описа вмешалась добрая девушка, которая так помогла им. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.